Я вас всех приветствую. Меня попросили показать, как я проложил кабель в штробах. В конце видео можете перейти по ссылке и посмотреть, как я делал штробы в стенах. Итак, сейчас сначала я немного теории расскажу, как я рассчитывал кабель, что я все это рассчитывал. Потом я покажу вам все визуально, как я все это сделал. Итак, есть кабель. Кабель в стенах, в штробах крепится с помощью вот такого крепления. Бывают одинарные, бывают крепления для двух кабелей. То есть такие или вот такие. То есть с помощью них кабель крепится в штробах, чтобы он не вываливался и чтобы можно было его потом спокойно зашпаклевать в стенах. То есть я тут просверлил отверстие, вот имитирующее штробу. Вот берется, вставляется в него кабель таким вот образом. Вот такое крепление получается. И вставляется в стену. Все. И очень достаточно надежно держится, как вы видите. Так, применяется кабель. Я применяю кабель 1,5 мм. Я купил бухту в свое время. Вот. Маркировка 1,5 мм. Маркировка есть на каждом кабеле. Не ошибайтесь. Я рассчитываю на этот кабель давать нагрузку порядка 3 киловатт. Ну, это грубо. То есть 1,5 мм 3 киловатта. То есть 1,5 мм 3 киловатта. Это была ключевая цифра, от которой я исходил. Так, далее про последовательность соединения. Что я сделал? У меня, грубо говоря, будет два кабеля по 1,5 мм. Каждый будет попотреблять максимум 3,0 киловатта. Один кабель я пускаю на одну розетку. Она будет у меня рабочая. Там будет у меня и микроволновка может подключаться, там чайник, все что угодно. То есть, чтобы провод выдержал такую нагрузку, я завел на него 3 киловатта на 1,5 мм. Один. Второй провод я разделяю на две части. Один будет идти у меня на холодильник, так как он потребляет немного. И второй будет у меня выход рабочий. То есть получается 3 киловатта я разбиваю на 2. 1,5 и 1,5 киловатта. То есть 1,5 будет давать 3. Вот таким вот образом я, в принципе, и рассчитал. И еще у меня один кабель подходит, который остался от строителей. Он идет у меня через пол. Он у меня будет идти на... Вот у меня идет через пол, он идет у меня. Он будет идти у меня на духовку. На духовку, которая будет под варочной панелью. И на вытяжку. И на вытяжку. То есть у меня получается 3 кабеля. Один кабель 3-киловаттный, на 3 киловатта рассчитываю. Второй холодильник и рабочая розетка будет для разных нужностей. И третий кабель, который завели рабочие, который у меня остался, я немножко перенесу его, будет идти на духовку и на вытяжку. В принципе, я всю нагрузку раскидал. Это самое главное было условие у меня, чтобы у меня на одном кабеле не сидели все потребители. Я их просто раскидал на 3 кабеля. То есть один у меня был и 2 я завел дополнительно. Вот про эти 2 кабеля я вам сейчас все и расскажу. Как я заводил, как делал штробы, я как говорил, в конце вы можете посмотреть. Сейчас я вам все покажу. Как я рассказывал, вот идет у меня один кабель. Видите, я уже начал шпаклевать вчера. Берется густой раствор шпаклевки и первым слоем просто все это дело запечатывается. Потом я буду шпаклевать стены и покрою вторым слоем, и ничего видно не будет. Так, вот пошел кабель. Вот у меня следующий кабель. Вот обратите внимание, все кабеля у меня помечены изолентой. Вот 2 изоленты, это у меня идет одинарный кабель, рассчитанный на 3 киловатта. Вот у меня рассчитан на 1,5 киловатта кабель. Вот они у меня идут под потолком. Вот как я говорил, крепление.
Вот здесь у меня будет распределительная коробка. Вот здесь у меня кабель цельный будет разбиваться на две части. Вот как я говорил, здесь у меня будет холодильник. И будет стоять холодильник. И вторая розетка от него будет идти, ну как рабочая розетка здесь у меня будет. Этот у меня идет цельный кусок. Вот идет кабель. Вот он идет в прихожей. В принципе, ничего сложного нет. Крепление, кабель и уход к распределительному щитку. То есть я оставил очень длинные хвосты, очень длинные, потому что если я все это дело зашпаклюю, если мне не хватит несколько сантиметров, это будет очень даже неприятно. Ну и вот, как видите, вот у меня две изоленты. Это на 3 киловатта рассчитано. Этот рассчитан, этот у меня потом 2 раза по 1,5. То есть у меня все помечено. То есть здесь будет выход, там будет вход. Как вы видите, ничего сложного в прокладке кабеля в штробах нет. Достаточно иметь обыкновенное крепление, кабель в креплениях, все закрепляется, потом все шпаклюется. Когда шпаклюете, рекомендую шпаклевать в 2-3 захода. То есть первый раз вы делаете очень густой раствор, то есть грунтуете всю эту щель, штробы, грунтуете обязательно, вычищаете, грунтуете, чтобы у вас раствор хорошо схватился. Наносите первым слоем, чтобы у вас главное зафиксировался провод. Ну, потом можно вторым, третьим заходом уже финально вместе со стеной все зашпаклевать. Главное при прокладывании провода в штробах, как я вам показывал, все рассчитать по нагрузке. Не вешайте все на один кабель. В принципе, я для этого штробы и делал, и кабель дополнительно заводил. Лучше немного себя обезопасить. Лучше, предположим, взять запасом раза в 2 нагрузку, но быть уверенным, что у вас в один прекрасный момент не произойдет короткое замыкание. Всех благодарю за внимание.